Подготовка к установке комплекта системы автоматического управления Trimble GCS 900 начинается с проверки наличия компонентов системы. Основными компонентами системы являются роботизированный тахиометр Trimble SPS 930 в комплекте с принадлежностями и штативом, активный отражатель MT900, предназначенный для отслеживания местоположения машины в любой момент времени по 3 координатам относительно проекта, датчик поперечного уклона AS400, определяющий поперечный уклон барабана, бортовой радиомодем SNR, обеспечивающий связь между тахиометром и блоком управления на борту, блок управления CB450-460, сравнивающий текущие координаты машины и поперечный уклон с проектными значениями, а также выдающий управляющие сигналы для гидравлики, блок управления гидравликой, ПМ, преобразующий цифровой сигнал от блока управления в электрические импульсы для гидроклапанов, блок стабилизации питания ПМ, призванный защитить бортовую электрическую сеть от скачков напряжения. Установка системы на машину в конфигурации Trimble Ready начинается с монтажа крепежных элементов. На мачту устанавливается активный отражатель MT900. Основные компоненты системы имеют удобные транспортировочные кейсы, что обеспечивает их сохранность и долговечность. В заранее определенном месте устанавливается и подключается радиомодуль SNR. Затем подключаются основные части проводки. После завершения монтажа основных компонентов проверяется правильность подключения и надежность установки элементов системы. На следующем этапе монтируется и подключается блок управления. Блок управления устанавливается на регулируемом креплении, которое позволяет надежно и максимально удобно расположить его на рабочем месте оператора. Блок управления подключается к основной проводке удобным быстросъемным разъемом, выполненным по военному стандарту. Участок работ для 3D-системы Trimble может иметь проектный профиль любой сложности. Если участок не имеет геодезической привязки, то сначала производится создание сети реперов. Геодезист устанавливает временные репера на участке и определяет их положение относительно точки установки тахиометра. Место установки тахиометра выбирается таким образом, чтобы максимально покрыть участок работ и сократить вероятность помех от проходящего транспорта. Затем производиметрическая съемка исходного участка. Важным этапом является съемка существующей оси дороги. Далее эти результаты будут использованы при реконструкции проектного профиля.
Съемка точек производится одним человеком в полуавтоматическом режиме, что позволяет быстро зафиксировать протяженные участки с высокой точностью. Затем фиксируются наиболее значимые дефекты дорожного полотна. После тахиометрической съемки результаты отправляются для обработки в программное обеспечение Trimble Business Center. Программное обеспечение Trimble Business Center специально создано для решения широкого круга задач, связанных с промышленным или дорожным строительством. Оно позволяет производить анализ и обработку полевых данных, расчеты проектирования строительных объектов, экспорт проектных заданий для полевых бригад или строительной техники. После получения данных с полевого контроллера мы можем с использованием местной координатной сети построить исходную осевую линию и кромки дороги по отснятым точкам. Затем, используя данные тахиометрической съемки, мы можем построить трехмерную модель исходного участка дороги со всеми значимыми дефектами дорожного полотна. Далее мы можем перейти к реконструкции проектных параметров дороги. Задав в параметрическом виде ширину для каждой из полос в метрах и значение проектного уклона на прямолинейных участках, мы можем построить новый проектный коридор на основе исходной осевой линии. Проанализировав разницу между существующим и проектным профилем, мы можем перейти к корректировке высотных параметров промежуточных точек осевой линии, чтобы обеспечить ровность будущего участка. Задав новые параметры и высотные отметки, мы можем добиться оптимального баланса между объемом фрезерования
и расходом асфальта, а также убедиться, что будут исправлены все существующие дефекты. Новая поверхность для фрезерования готова. Дальше нам остается только выбрать новую поверхность для фрезерования с осевой линией и сохранить проект на флешку для загрузки его в блок управления машины. После короткого инструктажа оператора машина готова к работе. Грубо говоря, индикатор на английском языке, все. Ни настроек машины, ничего. То есть машина ехать не может, она не понимает вообще, что есть, что нету, какие размеры, то есть она будет ругаться. Есть, соответственно, такой пункт, как восстановить настройки. Здесь есть либо восстановление настроек дисплея, восстановление настроек машины. Настройки дисплея — это у нас то, что у тебя вот в этом вот меню будет отображаться, да? То есть здесь отображаться, либо когда ты будешь прощелкивать вот этот вот, ну то есть разные варианты просмотра, да, основного экрана по отметкам, тут у тебя как бы проект, да, будет отображаться. Это настройки дисплея, а настройки машины — это как раз вот все размеры машины, включая режущую кромку, ну то есть именно самих зубцов, включая параметры, где мачта находится, высота мачты и прочее. То есть это все сохраняется, чтобы исключить, если что-то происходит, допустим, я не знаю, экстренный вариант, ломается блок управления, да, тебе нужно работать, просто привозят новый блок управления, ты втыкаешь в него эту флешку, которая была здесь, нажимаешь «Восстановить настройки», выбираешь, откуда восстановить, все, и он тебе восстанавливает, и тебе, да, и тебе не нужно заново все это перемерять. То есть как бы не нужно делать 100 раз. Система, она не знает, насколько у тебя изменилась длина резца. Вот и все. То есть сейчас тебе покажу, где это на самом этом. Для запуска фрезы в работу оператору машины необходимо включить блок управления, загрузить проектные данные с флешки, выбрать проектное задание, запустить тахиометр в режим слежения и перевести управление барабаном в автоматический режим. Находясь в машине, оператор может видеть на блоке управления вид сверху для контроля движения строго вдоль осевой, вид в профиль для контроля положения барабана, а также все остальные проектные значения в цифровом виде. Для обеспечения высокой точности работы оператор должен периодически проверять износ зубьев и вносить соответствующие поправки в систему.
функция графического отображения высот и записи данных на карту памяти. Эта функция позволяет оператору или мастеру участка определить, какие зоны были уже обработаны ранее и имеются ли отклонения от проектных значений.